Многие птицы – бесстрашные создания, способные одержать победу над многими хищниками. Видели ли вы хоть раз кукабару в действии? Или пеликана со своей гигантской челюстью? С вами царь зверей. И это 15 самых беспощадных нападений птиц. Беркут. 2 беркута поймали волка-одиночку, и мне очень грустно смотреть на его смерть. Орел пытается поймать козла, но в итоге оба падают, причем из-за того, что второй весит намного больше. Беркут получает травмы и в итоге отпускает добычу. Думаю, что люди надолго запомнят эту охоту, хотя они должны еще поблагодарить орла. Вдруг змея укусила бы их. Сапсан. Степные соколы хорошо известны своими безжалостными охотами. Если вы не поняли, что здесь произошло, то просто взгляните. Птица умерла от сверхбыстрого удара. Скорость сапсанов просто невероятна. Просто вдумайтесь, 90 км в час. 90. Утка даже не думала, что скоро ее жизнь оборвется. Хорошо, что степные соколы довольно быстро расправляются с жертвами и не заставляют их терпеть. Цапля была поймана в воздухе, после чего сапсан кинул ее вниз. Думаю, что теперь бежать некуда, остается только драться. Майна. Группа бандитов пытается разобраться с гигантом. Просто взгляните, как одна из птичек пытается помочь своему другу. Чего не скажешь о втором гиганте, который просто стоит и наблюдает за всем этим. Несколько майн накинулись на одну птицу. Думаю, что здесь у нее нет шансов. Это еще что такое? Какая-то тренировка? Видимо, так они готовятся к охоте. Ястребы. Кукушка пытается изо всех сил выбраться на волю, но ястреб безжалостно продолжает выщипывать ее перья. А здесь ястребу не пришлось даже работать, ведь птица уже была мертва. Жаль скворца, потому что он еще живой, и ему приходится терпеть всю эту боль, пока его едят. Орел – змеияд. Думаю, что змея сама понимает, что скоро ее не станет. Еще одна кобра успешно съедена. А здесь птица нашла змею посреди улицы и воспользовалась моментом. Орел нашел змею и вряд ли уйдет оттуда, пока не разберется с ней. Большая голубая цапля. Семью утят остановила банда. Пока другие разбираются с мамой уток, цапля зря времени не теряет и съедает ее детей. Удачная рыбалка. С первой попытки цапля вытащила маленькую черепашку. Хищник с таким спокойствием съел утенка, что мама просто стоит в шоке и не знает, как ей быть в такой ситуации. Пеликаны. Этот пеликан хватает утку и проглатывает ее целиком. Немного неприятно смотреть на то, как жертва двигается во рту. Бррр. Пеликаны те еще рыбаки. Хорошо, что у кошек отличная реакция, и они могут с легкостью отбивать атаку пеликанов. Ястреб-перепелятник. Ястреб-перепелятник поймал голубя, судьба которого уже давно известна. На этом видео хищник жестко расправляется со скворцом.
Ворона тоже не смогла выйти сухой из воды, ведь если этот хищник поймал добычу, то уже вряд ли отпустит. Ястреб поймал голубя и готовится к трапезе, но две пролетавшие мимо сороки не могли обойти такое событие стороной. Совы. Совы занимались своими делами, но им повезло, ведь жертва сама залетела к ним в клетку. Как думаете, сможет ли она выбраться наружу? Два товарища вообще не понимают, кто перед ними. С одной стороны грозная хищная птица, а с другой – кот, который обладает самыми острыми когтями в мире. Сова спокойно сидит в чужом гнезде и представляет шикарный обед. Белоголовый орел. Орел дерется с койотом из-за того, что тот заприметил его добычу. И у него почти получилось это сделать. Только вот незадача. Он выронил кусок изо рта, пока бежал. Добыча-то есть, вот только как ее теперь забрать? Утки мешают хищнику и не дают ему насладиться пищей. Но все-таки сегодня у птицы будет неплохой ужин. Не представляю боль мамы, которая скоро вернется в свое гнездо. Тукан. Тукан поймал попугая и хочет насладиться пищей, но сзади его друг как бы намекает, что тоже хочет покушать. Но так как он в драке не участвовал, то и добычу не получит. Какие же колибри все-таки маленькие, особенно на фоне туканов. Хищник нашел золотую жилу. Вот это я понимаю охота. Засунул клюв в гнездо, взял птенца, проглотил. Делов-то. Кукабары. Кукабара начал драку. Вот только непонятно зачем. Через некоторое время оба поняли, что лучше мирно разойтись. Птица показывает змее, кто тут главный. Как думаете, кого он только что поймал? Правильно, змею. Дружище, ты немного попутал. У тебя нет такого рта, как у пеликана. Чайки. Чайка нападает на белку и несколькими ударами отправляет ее на тот свет. Вот это я понимаю забота о городе. Чайка заживо проглатывает вредителей, таких как эта крыса. Голубь против чайки. Думаю, что здесь хищник не проиграет, даже если будет поддаваться. Сороки. Сорока пробралась в чужое гнездо и уже наслаждается легкой добычей. Сначала кажется, будто сороке неинтересна другая птица, но не верьте в это. Типичная ловушка, не стоило подходить так близко. Мужчина вышел на улицу, чтобы узнать, кто там громко шумит. Когда он увидел сороку, которая пытается достать его птичку из кормушки, сразу же потянулся за камерой. Было уже поздно, и спасти питомца не удалось, а видео останется на память. Сорока до смерти избила крысу. Я не думал, что они такие жестокие. С птицами, думаю, пора заканчивать. Предлагаю посмотреть наши предыдущие выпуски про нападение крокодилов на людей или животных, которые влезли в электричество.